Я приветствую вас в этом курсе по тестированию. Мы будем проходить с вами тестирование API при помощи Postman и автоматизация этих тестов. В первую очередь, давайте скачаем Postman, и чтобы это сделать, нужно зайти на сайт postman.com, на главную страницу. На этой главной странице в самом низу есть Download App. Именно здесь можно скачать Postman под свою операционную систему. Соответственно, стандартный вариант это под Windows, ну и можно переключиться под другую операционную систему, macOS и Linux. Окей, скачиваете и устанавливаете. В установке нет ничего сложного, я не буду отдельно это показывать. Устанавливается точно так же, как любая другая программа на вашем компьютере. После установки запускаем Postman, и у вас откроется основное окно. На самом деле для работы я рекомендую вам зарегистрироваться на сайте Postman, и когда вы будете заходить в саму программу, также авторизоваться. Это, скажем, даст вам чуть больше возможностей, чем если вы этого не сделаете. В нашем с вами первом уроке мы разберем, что здесь есть, что есть в самой программе, из чего она состоит, да, то есть как в ней ориентироваться вообще. И в первую очередь хочу вам сказать, что Postman — это программа, по сути, не для тестировщиков, а для разработчиков. Так уж получилось, что она идеально подходит именно для тестирования API. Но может напугать или запутать тех, кто с ней столкнулся в первую очередь просто количеством элементов, которые здесь есть. Сразу вам скажу, больше половины того, что есть в Postman, для тестировщика не нужно. Поэтому сильно переживать вам тоже не стоит. Давайте начнем с самого начала. Мы с вами поставили Postman, и что у нас здесь в принципе есть в этом Postman. Ну, во-первых, верхняя панель, да, в которой мы можем переключиться на несколько вариантов. Во-первых, мы можем переключиться между домашней страницей, на которой, по сути, нет для нас ничего интересного. Наш workspace, по сути, это там, где мы и будем с вами работать. Ну, соответственно, репорты и Explore. Здесь есть какие-то API-шки, которые можно скачать, потыркать, посмотреть. Ну, если есть такое желание, сможете где-то здесь полазить, если будет свободное время. Ну и, соответственно, что-то найти. Опять же, найти можно, как вы видите, здесь поиск происходит и по вашей рабочей области, по вашим коллекциям, по API-шкам, по командам. Ну и можно поискать здесь что-то среди шаблонов каких-то коллекций, которые уже загружены в общий доступ. Справа что у нас есть? Ну, естественно, возможность купить платную версию, чего по большому счету делать не нужно. Там нету ничего настолько важного, чтобы могло вам пригодиться, скорее всего. Соответственно, ваш личный аккаунт, уведомления какие-то, ну, собственно, подключение, окей, ну и настройки. Основные настройки, которые здесь есть, они по большей части вам не понадобятся никогда. Единственное, что может потребоваться, это переключение проверки сертификата. В нем есть необходимость, когда у вас собственный проект, который еще не получил SSL-сертификат, и вам нужно убрать тогда отсюда эту галочку, чтобы Postman лишний раз не проверял и не доставлял вам проблем. Дальше идут темы. Я рекомендую сразу переключиться на темную тему, потому что когда вы много работаете за компьютером с светлыми темами, у вас гораздо быстрее устают глаза, поэтому чаще всего приходится работать, ну или рекомендуется работать именно с темными темами. Наборы горячих клавиш, ну и далее, в общем-то, прям чего-то интересного здесь в основном нету. Что может быть еще вам пригодится в вашей работе, это вкладка «Сертификаты». Здесь вы можете загрузить, подключить свои собственные сертификаты с вашего проекта. Да, то есть бывают сертификаты, которые скажем так, не установлены на сервер, а бывают сертификаты, которые устанавливаются на клиенте. Возможно, вы столкнетесь с таким в вашей работе, и если вам нужно как-то подключить ваш клиентский сертификат к проекту для проверки, то это делается здесь. Добавляете просто этот сертификат со своей где-то папки, где он лежит, то есть он лежит где-то на вашей папке на вашем компьютере, вы здесь добавляете путь до этого сертификата, и дальше при ваших запросах будет использоваться этот сертификат. И вот и вся сложность. Окей. Это наша верхняя панелька. Давайте перейдем в нашу непосредственно рабочую область, в которой мы и будем работать. Что у нас полезного и интересного есть здесь? Ну, во-первых,
Здесь отображается рабочая область, с которой мы работаем, возможность импортировать что-то, например, какие-то запросы, какие-то коллекции запросов, возможность создать, опять же, какие-то запросы, коллекции, окружения, рабочие области и так далее. Соответственно, после создания какого-то вашего запроса его можно будет экспортировать, например, в какой-то отдельный файлик, потом кому-то отдать, и этот человек потом его к себе импортирует. Окей, это вот эта часть, да? Давайте ниже пойдем. Здесь есть у нас несколько вкладок. Работать вы будете, скорее всего, с вкладкой коллекции, environments и history. History — это история ваших запросов, где порой удобно вспомнить, что вы делали, что вы отправляли, и быстренько повторить этот запрос, если необходимо. Это наше окружение, мы будем говорить об этом позже. Остальные вкладки вам в работе не понадобятся процентов так 99. Единственное, что еще может быть интересно, это вкладка Monitors. Она делает что? Ваши уже готовые запросы, готовые коллекции можно здесь настроить, чтобы они проходили с какой-то периодичностью в какое-то время автоматически. Честно скажу, в работе я это не использовал, по-моему, никогда. Вот прям не помню, чтобы мне это пригодилось. Окей, это что касается этих вкладок. Соответственно, это область, в которой, в зависимости от вкладки, содержится какая-то информация, и для коллекции здесь будут содержаться коллекции и запросы. Можем с вами как раз создать какую-то коллекцию. Окей, пускай это будет пока что такая коллекция, и создать для нее запрос. Окей, у нас есть запрос. Таким образом, у нас здесь с вами будет древовидная такая структура из коллекций, которая по сути является папкой, в которой может лежать запрос, или еще одна папка, в которой уже может лежать запрос. Ну, как-то такого вида будет древовидная структура вашего проекта. Окей. И дальше идет область, которая у нас находится справа. Соответственно, если мы работаем с запросом, что мы имеем? Мы имеем с вами область, в которой мы вводим URL запроса, который будем отправлять кнопкой Send. Здесь мы выбираем метод, который будем использовать. Методы здесь уже различные прописаны, самые популярные, но можно прописать даже свой какой-то метод, если вдруг у вас есть какой-то свой, ну, можно его здесь просто написать. Сами методы мы с вами проходить в принципе не будем, это не тема для этого курса, но тренироваться будем на методах get и post, которые являются самыми популярными. Окей, это у нас делается здесь. Здесь мы, соответственно, отправляем с вами запрос, можем его сохранить. Давайте пойдем дальше. Что у нас еще здесь есть интересного? Соответственно, здесь у нас вкладки наших запросов. Можно создать еще один запрос, просто кликая или прокликивая здесь на плюсик. Ну или, например, очистить все это дело от всех наших табов. Здесь у нас возможность переключиться между окружениями. Мы будем говорить про окружение подробнее чуть позже, но пока по навигации. Ну и, соответственно, это у нас просмотр окружения, с которым мы сейчас работаем. Справа тоже есть несколько вкладок. Они нужны в большей степени для разработчиков. Здесь есть какая-то дополнительная информация, документация, сделать запросы в Git, например, да, то есть соединить проекты. Но нам это не понадобится, да и в работе вам это не понадобится практически никогда. Я думаю, что никогда. Хорошо, когда мы делаем с вами здесь запрос, прописываем его, можем сделать с вами какой-то первый стандартный запрос. Давайте, так, а чтобы нам сделать, мы будем использовать с вами, например, открытые API Беларусьбанка. Я сделаю этот запрос, вот он пошел, и снизу у нас с вами есть ответ. Я его подтяну чуть выше. Вот к нам приходит ответ, он здесь очень-очень большой, нам такой с вами и не понадобится. Ну, точнее как, нам не нужно будет разбирать все, что здесь написано, в этом нет никакой необходимости. Про вкладки мы поговорим про эти чуть позже. Ну и про эти тоже чуть позже, пожалуй, в следующем уроке. Давайте пока перенесемся вниз. Что у нас есть внизу? Ну, во-первых, возможность скрыть боковую панель, что-то найти. Давайте закроем. Консоль, которая помогает вам отладить то, что вы делаете, да, то есть проверить тесты, которые вы пишете в скриптах. Соответственно, через консольку можно проверить, что вы делаете все правильно. Bootcamp — это возможность обучения, Trash, собственно, это удаление,
это у нас вариант переключения варианта отображения нашей вот этой вот средней панельки. Ну, соответственно, справка. И Runner — это тот самый инструмент, который позволяет запускать тесты прям коллекциями, ну и настраивать автоматизацию в том числе. Вот, в принципе, и все, что нам понадобится. Точнее, все, что относится непосредственно к, скажем так, вот к навигации Postman, что здесь есть, что здесь присутствует. Ну а подробнее давайте разбирать уже в следующих уроках. Обход блокировок, приватность, SEO-оптимизация, работа с мультиаккаунтами для маркетинговых задач. Это главные причины, для чего нужен индивидуальный прокси-сервер. А купить его можно у Proxy Line. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который можно легко настроить в браузере или телефоне. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. Очень много стран. Больше 100. Есть возможность выбирать конкретные города и подсети вручную. Proxy Line осуществляет строгий контроль геолокации IP, адресов и регулярно проверяет их на наличие спам-базах. Это гарантирует чистые качественные IP с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить много прокси-серверов и управлять ими внутри удобного и многофункционального личного кабинета. У Proxy Line появились индивидуальные протоколы на сервере MT Proto. Стабильное решение для доступа к Telegram в условиях ограничений в России. Несмотря на массовые блокировки, в Proxy Line можно купить работающий сервер из России. Для этого теперь есть специальная функция на странице оплаты. Достаточно просто поставить галочку в строке про региональные ограничения. Сервис уже работает 7 лет. А служба поддержки доступна 24/7. При покупке есть гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете IP, адрес в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. По промокоду ITONLOCKET можно получить скидку 10%. А если вы будете покупать в России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Плюс можно оформить покупку через Telegram-бота. Переходим по ссылкам в описании. Покупаем прокси-серверы напрямую у производителя и повышаем свою продуктивность и безопасность в сети. Я рад приветствовать вас на своем видеокурсе по Postman. Этот видеокурс будет полезен как для мануального тестирования, так и для автоматизированного. Я буду затрагивать все направления. Возможно, вы сейчас занимаетесь мануальным тестированием и хотите переключиться на автоматизированное. Это будет очень кстати. С помощью моего курса вы сможете освоить как минимум азы, и, скорее всего, даже больше, чем азы. Хочу сказать, что я буду отталкиваться от того, что вы не новичок, что вы понимаете какие-то минимальные вещи в клиент-серверной архитектуре, может быть, чуть-чуть в программировании. Я не говорю о том, что нужно знать языки программирования, но представление о том, что бывают переменные, что существуют какие-то циклы, чтобы у вас об этом было. Я заострять на этом сильного внимания точно не буду. Если у вас будут появляться какие-то вопросы в процессе курса, у вас будет, по сути, два пути. Первый путь — это Google. Если вы еще не научились им пользоваться, то, возможно, самое время, потому что он дает ответы на массу вопросов, это действительно так. Второй путь — это написать мне, и я постараюсь ответить на ваш вопрос. Честно скажу, мне не сложно. Поэтому не стесняйтесь, обязательно пишите. В этом уроке мы с вами рассмотрим основы. Начнем мы с того, где взять этот самый Postman. Все это дело находится на сайте postman.com. Здесь же переходим на Download the App и Download. Я рассчитываю, что у вас есть Windows. Я сам работаю под Windows, и особенности под Mac, например, я рассматривать не буду в этом курсе. Вы выбираете свою систему и скачиваете для себя Postman. После этого кликните на Postman и пройдете стандартный путь установки. Как только вы установите Postman, открываете его, это и есть, скажем, основное пространство Postman, с которым мы будем работать. Я уже привык работать с Postman в темном цвете, в темной теме, поэтому я переключусь. Возможно, вам тоже будет удобнее. Не стесняйтесь, тоже переключайтесь. Если вам удобнее светлое, оставляйте светлое. Это не
влияет на работу. С чего стоит начать? Каждый запрос к API использует методы HTTP. Давайте с вами создадим наш первый запрос. И обращу внимание на то, что именно здесь выбирается метод, которым вы будете обращаться к вашему сервису или серверу. Самые популярные методы здесь все перечислены. Возможно, вы захотите добавить какие-то свои уникальные методы, которые используются у вас на проекте, но обычно этого не нужно. Я думаю, что у вас могут появиться вопросы, что значат эти типы запросов и чем они отличаются. Мы немножко разберем это в процессе этого курса, но не подробно. Я рекомендую вам отдельно почитать про каждый из этих запросов, чтобы более глубоко в этом разобраться. А пока давайте сделаем наш первый get-запрос. И сделаем мы его непосредственно к, скажем так, к самому постману, к его песочнице, которая находится по адресу postman echo.com get. Чтобы отправить запрос, выбираем send или комбинация клавиш Ctrl-Enter. После того, как мы отправили запрос, сервер вернул нам в ответ JSON документ. Мы можем посмотреть его в теле ответа и видим, что здесь есть различные аргументы. Или правильнее было бы даже сказать, что JSON — это такой формат данных, в котором есть ключ и его значение. На этом первый урок считаю законченным. Мы посмотрели, как делать запросы в постмане и как его скачать. А теперь давайте переходить ко второму уроку. В этом видеоуроке я хочу разобрать непосредственно панели навигации Postman. Давайте с вами разберем Postman на три части. Во-первых, у нас с вами есть header bar, все, что находится сверху. Слева находится sidebar, и наша основная область — это наш билдер. Что касается нашего сайдбара, здесь у нас есть фильтр, по которому мы можем найти запрос, который создавали. Есть история запросов, которые мы делали. Если вы делали запросы с предыдущего урока, он у вас здесь должен быть отображен. Здесь находятся коллекции запросов, которые мы создаем. Например, вот эту вот папочку, которую я только что создал. Создаются запросы при помощи кнопки New Collection. Следующая вкладка вам не понадобится на протяжении этого урока. Окей, идем дальше. Давайте с вами посмотрим на header. Здесь есть возможность создать новое что-то. Выбираем непосредственно, что нас интересует. Запрос, коллекции или, например, окружение. Остальное нас с вами не будет касаться. Импорт. При помощи импорта можно импортировать сюда различные документы, заранее созданные. Мы с вами будем это рассматривать в дальнейших уроках. Runner — это кнопка, которая позволяет запустить тот самый раннер, который и проводит тестирование наших запросов. Дальше кнопка, которая позволяет поработать немножко с табами. Я имею в виду, что здесь вы можете создать, например, новый таб. Также его можно создать при клике на плюсик. Или, например, открыть в новом окне еще раз Postman, или, например, запустить раннер. Далее находятся наши вкладки. Вкладки открываются через плюсик, и дальше можно сделать какие-то дополнительные функции, например, создать дубликат, закрыть нашу вкладку, закрыть, например, сразу все вкладки и так далее. Здесь находится переключение вашей рабочей области, то есть вы можете работать как самостоятельно, так и с вашей командой, например. В разных областях это очень удобно, если вы работаете с разными проектами. Соответственно, Invite поможет вам добавить членов вашей команды. Справа у нас находится кнопка, которая помогает обновить ваш статус. Следующая кнопка нужна непосредственно для работы с прокси серверами. Далее настройки, уведомления и возможность поделиться своими API, скажем так, с комьюнити Postman. Дальше наш менеджер аккаунта, ну и, собственно говоря, возможность купить этот самый аккаунт. Окей.
Дальше кнопка окружения. Здесь находится окружение, в котором вы работаете. Именно в этом окружении можно создавать различные переменные. Ну, не только в этом. Окей, здесь, когда вы уже добавите ваше окружение и будут какие-то данные, вы сможете их быстро посмотреть или, например, проредактировать. Следующая кнопка — это, по сути, менеджер окружения. Здесь вы можете создать то самое окружение, о котором мы только что говорили. Итак, давайте с вами посмотрим в самый низ. Окей, эта кнопка позволит нам скрыть наш сайдбар. Дальше более удобный поиск, более глубокий по нашим коллекциям, да и не только по коллекциям. Здесь вы можете открыть консоль, с которой можете работать в дальнейшем. Дальше здесь идет переключение варианта отображения, да, с билда на браузерную модель. Далее, вот эта кнопка может быть вам интересна, то есть она переключает варианты отображения из одной колонки в две колонки, кому как удобнее, да. Дальше мы можем посмотреть комбинации горячих клавиш. И дальше это общая справка. Что многим нравится при работе с Postman, его каким-то графическим интерфейсом, это то, что он достаточно гибок и достаточно понятен. С ним удобно работать. Как минимум гораздо удобнее, чем с большинством подобных приложений, которые вы могли уже пробовать. Будет очень хорошо, если вы уже что-то успели попробовать, и сейчас у вас появится потрясающая возможность сравнить просто, так скажем, юзабилити Postman с его конкурентами. На этом все, что касается непосредственно навигации в Postman, я думаю, мы с вами разобрали. А теперь давайте перейдем к следующему уроку. В этом уроке поговорим с вами про запросы, как с ними работать. Это будет наиболее, ну, скажем так, это у нас будет тема самая основная, и вполне возможно, что этой темы хватит всем мануальным тестировщикам. Я пока закрою лишнее. Окей. Во-первых, у нас с вами есть Workspace. Это наша рабочая область. Сейчас у меня здесь уже созданы две рабочие области, и можем создать еще одну непосредственно для нашего тестирования. Давайте назовем ее тест, summary, пускай тоже будет тест. И здесь мы выбираем рабочую область для команды или персональная. Особенность в том, что в Postman вы можете работать прям командой все это дело обновлять, проверять, редактировать и, скажем так, этот процесс совместить со всей своей командой. Но нам это не нужно, да и чаще всего этого не нужно, поэтому достаточно создать просто персональную рабочую область. Снизу кнопка Create, то есть создание, да, рабочей области. Вот мы ее создали. Здесь у ней содержится какая-то информация. Можем закрыть. Нам это сейчас не нужно. Окей. У нас здесь дублируется информация о названии нашей рабочей области. Ну и опять же мы можем между ними переключаться. Для чего это нужно? В идеале для каждого вашего проекта создавать отдельную рабочую область, чтобы не путаться потом в процессе работы. У меня была такая ошибка, когда в одной рабочей области у меня содержалось несколько проектов, и, честно говоря, получился бардак. Так лучше не делать. Для каждого отдельного проекта своя рабочая область, в которой вы и будете работать. По сути, рабочая область — это такой вот ваш самый глобальный механизм переключения между проектами. Окей. В вашей рабочей области вы можете создать коллекции запросов. Давайте создадим первую коллекцию. Можно создавать при помощи кнопки плюс здесь, либо через New Collection. Скажем, варианты есть, да? Хорошо, вот мы с вами создали нашу коллекцию, у нас для нее сразу появилось много информации различной. Вот эта часть нам вообще не нужна. Можем закрыть. Что у нас есть здесь? Во-первых, мы можем изменить название этой коллекции. Давайте его изменим. Мы будем с вами тренироваться на API для банка, да, для Сбербанка Белорусского, точнее для Беларусьбанка Белорусского. И первая наша коллекция запросов будет для курсов валют. Давайте так и ее назовем. Курсы валют. Хорошо. Название установили. Здесь есть 4 вкладки.
которые будут относиться ко всей коллекции, то есть ко всем запросам внутри коллекции. Мы можем сразу же установить условия авторизации для всех запросов. Если для запроса нужна авторизация, допустим, да, это очень удобно. Можно здесь выбрать вариант этой авторизации. Ну, в API чаще всего используется токен или APK. Соответственно, можно выбрать вариант токена, установить сюда токен, и он останется, будет работать для всех запросов коллекции. У нас этого не будет в наших тестах, поэтому уберем. Дальше. У нас есть вкладка Prerequest, Script и Tests. В чем их особенность? Мы отправляем с вами запрос. И если перед запросом нужно выполнить какой-то скрипт, то он пишется вот в этой вкладке. Если после запроса, то он пишется вот в этой вкладке. В принципе, все. Ну и следующая вкладка — это переменные. Здесь мы можем с вами записать переменные, которые будем использовать для нашей коллекции, для всей. То есть все запросы внутри коллекции будут видеть эти переменные и смогут работать с ними. Напомню, мы до этого говорили с вами про Workspace. Внутри Workspace могут быть разные коллекции. И если мы будем иметь какие-то переменные для Workspace глобальные, они будут доступны внутри каждой коллекции. Переменные, которые мы пишем для этой конкретной коллекции, будут доступны для всех запросов именно конкретно этой коллекции. Хорошо, здесь мы пишем для нее значение, дублируем. Ну, в общем-то и все. Больше здесь ничего сильно полезного нет. Это у нас, по сути, работа в формате гита нам не потребуется. Run — это возможность запустить эту коллекцию, запросы в ней. Сохранять здесь ничего, потому что я уже сохранил, и возможность расширить кому-то нашу коллекцию, да? Хорошо, коллекцию мы с вами настроили. Давайте создадим теперь для нее запрос. Это наш первый запрос, можно дать ему какое-то имя, ну или, в общем-то, пропустить, нам это совершенно не нужно. Я буду использовать API Беларусьбанка, как я уже говорил, и здесь есть вот такой запрос. Он имеет метод get, вот такой URL. У него есть несколько параметров, которые можно установить, мы установим их чуть позже. Пока мы можем просто его отправить и увидеть результат. Отлично, мы его отправили, результат у нас находится внизу. Что же здесь есть в этом нашем запросе? Метод. Ну, у этого конкретного API метод get, да? URL возможность отправить, окей. Дальше идут различные вкладки. Давайте по ним пройдемся. Первая вкладка называется параметры. И здесь мы указываем параметры для этого запроса. Здесь есть только один параметр возможный у этой API. И это параметр город, city. Мы пишем его название, и обратите внимание, что вот в этом URL он автоматически дописался после вопросительного знака. Так уж устроено в архитектуре REST API, что параметры пишутся после вопросительного знака, да, то есть пишется, из чего состоит URL, по сути. Это метод, да, HTTP или HTTPS. Дальше пишется адрес сервера. Адрес сервера в данном случае это belarusbank.by. И дальше есть endpoint. В нашем случае это API Course Exchange. После вопросительного знака пишутся параметры, то есть ключ какой-то и его значение. Ну, например, у нас будет с вами значение, здесь они пишутся на русском, Минск. То есть ключ равно значение. Если у нас будет еще один параметр, давайте его напишем. Ну, у нас его не будет, но я напишу, чтобы было видно. Они пишутся через вот такой символ, который называется амперсанд. И каждый новый параметр пишется через амперсанд. Так устроены все запросы. Бывают иногда исключения, когда разработчики устраивают свой код так, что параметры указываются через вот такой символ. Но на самом деле это плохая практика, желательно так не делать, и в последнее время так стараются делать все меньше и меньше. Хорошо. Параметры мы с вами здесь прописали. Так, давайте выберем вот этот, чтобы он у нас сразу здесь отобразился. Хорошо. Мы можем отправить этот запрос и увидеть результаты конкретно для города Минск. Давайте перейдем дальше. Это авторизация. Мы уже видели такую вкладку для коллекций. Здесь принцип точно такой же. Мы выбираем тип авторизации какой-то и вписываем сюда значение.
Если вы работаете с какой-то API-шкой, если вы ее тестируете, у вас, скорее всего, есть документация для нее. И если там предусмотрена авторизация, должен быть указан ее тип, например, токен. И вам должны дать какой-то тестовый токен, который вы сюда впишете и будете его использовать. Конкретно в нашем этом API нету авторизации, поэтому мы ничего сюда вносить не будем. Заголовки. Сам Postman автоматически заполняет некоторые заголовки, которые по умолчанию просто должны быть. Их можно даже скрыть, чтобы они не мешали, они не несут какой-то сильно важной информации для вас. А вот если дополнительно нужны какие-то заголовки вам, то их сюда можно дописать точно так же, как и параметры. Description — это возможность написать просто какое-то описание, разъяснение, что же здесь вообще написано. Хорошо, давайте перейдем дальше. Вкладка «Базе». Здесь есть целая гора подвариантов и что они из себя представляют. По сути, когда мы отправляем запрос, мы имеем возможность не только вот этот вот URL отправить, но еще и тело какое-то, да, то есть что-то туда написать. Ну, первый вариант у нас, соответственно, ничего, да, то есть ничего не отправляем. Второй вариант — это для работы с веб-формами. Ну, например, форма авторизации есть какая-то, да, в которой что-то отправляется. Вот если вы проверяете API-шку для какой-то формы, то используется этот вариант form data, и здесь вписывается, там, например, там логин такой-то, да, там дальше там написали что-нибудь еще, там пароль там такой-то. Окей, это нужно для этого. Следующий вариант то же самое, что и form data, но информация уже отправляется в зашифрованном виде. Что выбирать, зависит от API-шки, с которой вы работаете, от ее, ну, от требований к ней. Следующий вариант, по сути, называется сырой вариант, да. Он дает нам возможность написать сюда все, что угодно. И чаще всего приходится работать с форматом данных JSON. Соответственно, сюда можно написать какой-то запрос в JSON формате и отправить его. Мы будем это чуть позже делать. Следующий вариант — отправить бинарный файл. Что такое бинарник? Это информация, хранящаяся в нулях и единицах. Берете такой файлик, сюда его загружаете и отправляете. Скорее всего, никогда этого делать не будете. Использовать GraphQL, скорее всего, тоже никогда не будете. Сейчас его практически никто не использует. Окей. Следующие две вкладки. Мы уже о них говорили, когда говорили про коллекции. Это написать скрипт, который выполняется перед отправкой. То есть вы нажимаете Send, и в этот момент сначала выполнится скрипт, который написан здесь, потом произойдет отправка сообщения. И после того, как отправка будет сделана, будет получен ответ, тогда выполнится тот скрипт, который написан здесь. Ну и дальше настройки. Фактически это часть настроек из тех, которые были здесь. Из того, что вам здесь, может быть, когда-нибудь понадобится, это подключить, отключить проверку сертификата. У нас здесь еще есть из полезного, это возможность использовать куки. Я здесь просто написал всякого, ничего интересного, ничего полезного, но можно сюда их подключить, какие-то куки загрузить, если вдруг нужно проверить с куки что-то. Хорошо, это что касается самого запроса, который мы отправляем. Дальше к нам приходит ответ, и мы что-то смотрим у ответа, что-то проверяем. Вот эта вся нижняя часть у нас относится именно к ответу. Окей. Интересует нас в первую очередь, скорее всего, тело ответа в каком-то формате. Стандартный вариант посмотреть, что же нам пришло, это выбрать Pretty, формат JSON, если мы работаем с JSON, и посмотреть, что же здесь пришло. Есть вариант посмотреть это в сыром виде, но в сыром виде это выглядит очень нечитаемо, поэтому в этом и нет большого смысла. Если разработчики предусмотрели варианты каких-то превьюшек или визуализации данных, то можно на этих вкладках тоже что-то увидеть, но, как правило, они вам не пригодятся. Именно вкладка Pretty будет вам, скажем так, основной. Хорошо, и здесь мы можем посмотреть на куки, если они были. Следующая вкладка более полезна, это заголовки. В заголовках мы можем увидеть какую-то полезную информацию, которую нам вернул сервер нашего API, да, к которому мы обращались. Что касается самих заголовков, это не тема этого видео. Все-таки заголовки вам нужно будет подучить самостоятельно, что они означают, и многое будет зависеть именно от документации конкретной API-шки, которую вы проверяете. В ней должны быть прописаны заголовки, которые возвращает сервер, и, возможно, вам нужно будет
свериться, что да, такой заголовок есть, и да, у него действительно вот такое значение. Давайте пойдем дальше. Так, подтянуть выше. Заголовки посмотрели. Следующая вкладка Test Results. Здесь мы увидим результат теста, который написали вот здесь, вот в этой вкладке. То есть здесь мы что-то написали, какой-то тест, и здесь мы с вами видим его результат, прошел он или не прошел. Окей. Дальше. Что из полезного? Код ответа сервера и, соответственно, сообщение. Да? То есть у нас код ответа 200, сообщение окей, что все хорошо. Дальше время ответа. Это в миллисекундах, 214 миллисекунд мы получили. И следующий это размер ответа, да, то есть вот здесь даже расшифровка, сколько занял body, сколько занял header и общий размер, да. Мы можем сохранить этот ответ, если он нам для чего-то нужен, как сохраненный. И в принципе все. Что здесь еще нам с вами понадобится, это наша лупа, где мы сможем с вами найти какую-то информацию, которая нам нужна. Если мы мануальный тестировщик, то, скорее всего, мы что-то будем проверять руками, поэтому лупа будет нашим самым большим другом, чтобы найти какие-то ответы и проверить, что они действительно существуют, что они есть. Хорошо, это то, что у нас относилось с вами к get-запросу. Если вы работаете с post-запросом, во-первых, вам нужно переключить метод на post. Для тестирования я возьму другой сервис. Вот так выглядит его URL. И в пост-запросе нам нужно что-то передать в теле. Да, то есть в теле нашего сообщения. Сейчас я посмотрю, что мы можем взять здесь. Одну секунду. Вот такое вот сообщение у нас будет для этого сервиса. Чуть позже я вам покажу эти сервисы, вы можете на них потом сами потренироваться. То есть мы с вами при пост-запросе ставим здесь метод post, URL, по которому его нужно отправить, выбираем body, то есть тело, raw формат или raw, и выбираем JSON. И здесь мы с вами пишем наше JSON сообщение. Любая JSON-ка — это тип данных. Что это за тип данных такой интересный? Фактически он идет от JavaScript, переводится или расшифровывается эта аббревиатура как JavaScript Object Notation. То есть в этом формате все сообщения находятся между вот таких фигурных скобок. Дальше внутри этих фигурных скобок у нас вся информация содержится в виде ключ и какое-то значение для него. И ключ и значение находятся в двойных кавычках. Между ними стоит двоеточие, и каждое следующее значение идет через запятую. Вот, в принципе, и все. Что еще здесь может быть, так это массивы данных. То есть, так, у нас примера, наверное, здесь и нету. Да, здесь конкретно примера, к сожалению, не будет у нас. Но массивы хранятся в фигурных скобках. То есть не фигурных, а обычных, квадратных. И, например, наши данные могут содержать некие массивы данных, если так можно сказать. Теорию о том, что такое JSON, что это за тип данных, как с ним работать, я рекомендую вам посмотреть отдельно, чтобы вам было действительно понятнее. Если вы хотите автоматизировать на Postman, вам нужно будет обязательно почитать, поучить где-то основы языка JavaScript. Там же вы разберетесь и с типом данных JSON в том числе. Вам не нужно много, прям много-много точно не нужно, но самые основы вам обязательно пригодятся. Хотя в целом для того, чтобы пользоваться Postman и тестировать, это не нужно. Окей. У нас есть ключ значения. В данном случае этот сервис создает компанию. Ну, точнее, даже он должен создавать не компанию, он должен создавать пользователя. Ну, выглядит этот запрос как create company. Хотя давайте его поменяем. Чтобы у нас был создан пользователь, он должен выглядеть не как create company, а как do registry. Вот таким образом. Соответственно, мы передаем email пользователя, имя пользователя и пароль.
Давайте email немножко изменим. Ну, имя у нас пускай будет тоже немножко изменено, ну и пароль тоже немножко изменен. Так, что-то пошло не так. Do registry, да, немножко неправильно я метод написал. Он должен быть register. Вот. И нам пришел ответ, что да, все окей, пользователь сохранен, ему установлен некий дефолтный аватар, пароль захэширован, день рождения не установлен, пол не установлен, ну и, в общем-то, другая информация тоже для этого пользователя не установлена, ее можно отдельными методами установить. То есть таким образом работают пост-запросы. В принципе, что касается запросов, это вся основная информация. То есть у вас может быть документация по вашим API. Там будет указано, какой запрос нужно сделать, да, то есть какой URL это должен быть, какой метод необходимо использовать и какие данные необходимо передавать. При пост-запросе вы открываете body и записываете сюда, что вам нужно передать. При get-запросе открываете params и вносите сюда параметры, которые необходимо передать. Потом отправляете этот запрос и смотрите, что вам пришло в ответе. Скорее всего, в документации вам будет написано, что в ответе вообще должно прийти, что вы должны увидеть. Вас должны интересовать здесь несколько вещей. Во-первых, сам ответ, который к вам пришел, код, который к вам пришел, на него нужно делать проверку. Время ответа тоже может иметь значение. Очень хорошая практика, когда установлены стандарты для времени ответа каждого запроса на проекте, и вы сюда тоже обращаете внимание, но так есть не везде. И дальше, что вам может быть необходимо, это заголовки, да, то есть у вас может быть прописано, какие заголовки должны вернуться. Переключаетесь сюда и сверяетесь, что пришло именно то, что вы хотели увидеть. Вот, в общем-то, и весь секрет. Сделали себе запрос один для одного сервиса, например, doRegister. Сделали себе, давайте так, коллекция, да, add request, создаете себе второй запрос и набиваете здесь себе запросы, которые вам необходимы для вашего сервиса. Давайте сейчас сделаем несколько здесь запросов, чтобы они у нас были. Только будем делать это для get запросов для нашего банка. Сейчас я сюда внесу запрос для банка, переключусь сюда. Так. Не хочет, да? Давайте почистим немножко информацию, которую мы здесь занесли. Не будем передавать body, просто get запрос. И все. Сохраним, отправим. Отлично. Есть адекватный ответ. В нашем втором запросе будем использовать другой сервис этого банка. Вот с таким URL. Просто его отправим. Окей. Нам пришел ответ, все хорошо. И так дальше можно продолжать. Чтобы эти запросы выглядели более адекватно, есть смысл давать им какие-то более адекватные названия, чтобы вы могли их действительно различать. А также, если запросов этих много, логично создавать папки, в которых они и будут храниться. Так будет гораздо удобнее ориентироваться. Какая еще у нас появилась возможность с последним обновлением? Вы можете для запроса создать еще пример. add example. У вас здесь создается пример. Что здесь есть? В верхней части вы вносите, что должно быть отправлено, а в нижней части вы вносите, что должно прийти. Делается это, как правило, не для вас самих, а для того, чтобы вы могли эту коллекцию, например, передать кому-то, своему коллеге или, может быть, новичку какому-то, который придет на проект. И он по этим примерам мог понять, что отправлять и что ожидать. Да? То есть это своего рода документация ваша тестовая. Помимо этого, вы можете брать, например, у разработчика уже готовую коллекцию, в которой он, например, написал такие примеры, и именно по ним вы и ориентируетесь, что вообще отправлять и что ожидать в ответ. Вот для этого это все и используется. Мы удалим, нам это не нужно. Пожалуй, по запросу это все, что я хотел рассказать. Давайте переходить к следующей теме.
В этом уроке давайте разберем с вами все, что касается создания запроса и что с этим связано. Мы с вами создадим запрос. Создать запрос можно несколькими способами. Самый простой — это через, соответственно, вкладочку. Есть вариант воспользоваться большой кнопкой плюс и создать, соответственно, запрос. И также можно, например, создать коллекцию и уже внутри этой коллекции создать какой-то запрос, который будет относиться именно к ней. Здесь мы можем с вами выбрать название, написать какое-то описание для запроса, сохранить его, и уже здесь, например, задать для него какие-то параметры. Давайте так и сделаем. Во-первых, мы выбираем с вами метод, которым будем обращаться к API. Самые популярные методы — это, естественно, get и post, также есть и другие. В том числе на выбор вы можете, если ваш API предусматривает какой-то собственный метод, вы можете его, в принципе, ввести и отправлять запросы с этим методом. Но мы будем с вами отталкиваться пока что от метода get и введем сюда... Что мы сюда введем? Давайте введем сюда то, что предлагает нам сам Postman. Смотрите, обращу ваше внимание, здесь появился оранжевый кружочек. Он говорит о том, что мы внесли какие-то изменения, но еще не сохранили. Мы сохраним информацию, он пропал. Иногда это очень может помочь. Давайте отправим этот запрос, и вот что мы получили в ответе, да, то есть все, что здесь есть, это наш ответ. Тело ответа мы получили вот такой вот JSON формат, ответ в виде JSON формате. Здесь есть некие аргументы, поговорим об этом чуть позже. Давайте вернемся к запросу. Мы сделали get запрос, и дальше, ниже, у нас идут параметры. Мы с вами можем ввести какие-то параметры. Так как это get запрос, параметры, которые мы выводим здесь, например, то они появляются в URL после вопросительного знака. Это особенности get запроса. Соответственно, сам параметр и его значение, например, вот такое. То есть параметр QVO, и он равен 123. Мы можем его отправить и получить в ответ вот такой результат. Но это особенность этого API. Обращу внимание, что по одному и тому же пути, например, мы с вами обращаемся сейчас, я уберу этот параметр к пути get, может быть разное поведение, используя различные методы. То есть API может быть запрограммировано так, что, обращаясь по этому URL, используя разные методы, могут выполняться различные функции. Это абсолютно нормально. Такое бывает. Дальше. Мы с вами воспользовались параметрами. Параметров может быть очень и очень много. То есть абсолютно нормальное явление, когда параметров передается довольно большое количество. Кстати, можно сделать вот таким образом. Если я правильно помню, вот так сделаем. И, скажем так, обращу внимание, что можно передавать много параметров, они все дополняют URL, которым мы пользуемся. Хорошо, давайте так, следующая вкладка — это авторизация. Когда мы делаем какой-то запрос, он может подразумевать то, что мы должны быть авторизированы, и без авторизации запрос в принципе не пройдет. Как сделать авторизацию, становится вопрос. Делается она здесь. Мы выбираем тип авторизации, который используем. В API это чаще всего используя какой-то ключ или используя токен. Соответственно, здесь мы вводим непосредственно сам токен. В зависимости от типа авторизации мы вводим те данные, которые нужны. Я думаю, что если вы работаете с API, то вам разработчики дадут ключ какой-то, который вы будете использовать. Либо вы увидите в документации о том, что авторизация происходит, например, при помощи токена. Держите токен, вот, или вы токен получите после регистрации и используете его. Хорошо, дальше. Дальше хедеры. Напомню, что это HTTP или HTTPS, соответственно, здесь будут какие-то заголовки. В заголовках передается вся, скажем так, мета-информация. Сейчас здесь заголовки скрыты, это нормально, потому что заголовков бывает много, и Postman нам их сразу всех не показывает. Мы их откроем. Откуда они взялись, кстати? Я же их не вводил, да? То есть они взялись автоматически абсолютно. Мы ввели с вами вот этот вот URL. Postman нам сам подсказал те
заголовки, которые нужны. Ну, не все, естественно, потому что, например, заголовок по поводу авторизации появился после того, как мы добавили авторизацию в этой вкладке. Также здесь могут дописываться и другие заголовки, если они нужны непосредственно для вашего API. Хорошо, скроем заголовки, дальше тело. В теле мы передаем какую-то информацию, мы ее здесь описываем. То есть, если мы говорим про get запрос, то мы это все делаем в параметрах, понятно. Но могут быть же разные запросы. Например, это может быть например, какая-то форма, и в эту форму нужно вводить какие-то данные, да. В привычном понимании на сайте мы понимаем, как это выглядит, но здесь для этого удобнее использовать form data. Соответственно, здесь будет, например, какой-то ключ, мы выбираем тип, например, файл, и мы можем выбрать файл со своего компьютера, прикрепить сюда, добавить какое-то описание и отправить, например, нашему API какой-то вложенный файл. Следующий тип — это, по сути, то же самое, что и form data, только для уже шифрованных каких-то данных. Есть API, которые обязывают нас шифровать данные, передавать их в зашифрованном виде, соответственно, мы тогда используем вот этот способ. Давайте дальше. Raw, так скажем, сырой формат передачи данных. Чаще всего используется именно эта вкладка. Почему? На данный момент самым популярным форматом работы с API является, собственно говоря, REST API и передача информации в виде JSON. Соответственно, мы выбираем сырой формат JSON и дальше передаем наши аргументы вот в таком же виде, только так, как хочет наш сервис. Для get запросов это не совсем актуально, точнее совсем не актуально, так как здесь запросы передаются непосредственно в URL. А вот уже пост запросы передаются именно в таком виде. То есть у пост запроса есть тело запроса. И скажем так, в этом теле мы передаем информацию. Именно здесь мы ее описываем. Я думаю, что вы понимаете, что если мы передаем, например, логин и пароль, то в get запросе это делать было бы просто совершенно небезопасно и то есть так никто не делает. Более-менее важную информацию, которая передается, она передается только по запросам, и это абсолютно нормальная практика. Соответственно, использовать вам чаще всего придется именно это. Давайте пойдем дальше. Binary. Это, по сути, способ передать файл. Это может быть музыка, видео, аудио, текст, он передается отсюда. GraphQL, он предназначен для соответствующих способов обмена данными. Здесь вписывается код, здесь вписываются переменные. По поводу GraphQL будет, скорее всего, не будет отдельного урока, потому что сейчас он практически не используется, и не вижу смысла его рассматривать. Пойдем дальше. Здесь мы описываем скрипт, который должен выполниться перед тем, как мы сделаем запрос. В принципе, все. А здесь скрипт, который должен выполниться после того, как мы сделаем запрос. Обращу ваше внимание, что это не обязательно к заполнению совершенно. То есть вы можете, в принципе, сделать запрос, как мы сейчас, получить ответ, посмотреть, что все окей и отлично. Но если вы занимаетесь автоматизацией, то здесь вы, скорее всего, захотите что-то написать. Вот, собственно говоря, это вся основная информация. Далее идут настройки. Чаще всего они не используются, потому что в этом, они стоят по умолчанию, и всех все устраивает. Я думаю, что разбирать сейчас мы это не будем. Что еще здесь есть из важного? Это, наверное, файл cookie. Здесь можно, когда мы передаем какую-то информацию, дополнительно отредактировать те куки, с которыми будет происходить работа. Я думаю, что если вы работаете с куки, вы проверяете куки, то это будет для вас просто незаменимая вещь. И дальше следующая вкладка тоже немногим известна. Для чего она нужна? Обычно для того, чтобы тот запрос, который вы сделали, перевести на другой язык. Да? Чаще всего вам понадобится curl. То есть curl — это то, с чем может быть удобно познакомиться именно разработчику. Когда разработчик хочет у вас узнать, так в чем же все-таки ошибка, он у вас, скорее всего, спросит именно curl, чтобы вы его сбросили, и он тогда разберется, что пошло не так. Вот здесь его можно взять. Я думаю, что вы обратите внимание, там есть и другие варианты кода. Окей. Что касается запроса, переходим с вами от запроса, скажем так, верхней половине части, к ответу.
Ниже во второй половине мы с вами получаем ответ, он же response. Здесь есть тело ответа, которое мы с вами видим в каком-то представлении. Уровень представления мы можем с вами переключать именно здесь. Ну, оставим такой вид, который нам будет более понятен. Мы можем посмотреть на куки, которые есть, можем посмотреть на хедеры, которые к нам вернулись. Ну и, соответственно, на тестовый результат. Здесь будет информация о том, прошли ли мы какой-то тест, который мы здесь записали. Давайте с вами быстренько здесь введем какой-то тест. Этот тест проверяет то, что нам вернулся статус-код 200. Отправим. Окей, статус-код 200 к нам не вернулся. Почему он не вернулся? Потому что мы что-то с вами сделали, что-то с вами наделали. Так. Хорошо. Нет, мы ничего не отправляем. Здесь у нас ничего нету. Здесь мы что-то ввели, здесь ничего не меняли. Здесь, в принципе, тоже. Авторизации нету. У нас никакой авторизации. Параметры не вводили. Что-то пошло не так. А что у нас пошло не так? Расскажите мне, пожалуйста. Постзапрос. Точно. У нас же get. Хорошо, отправили с вами запрос, получили статус-код 200, получили во вкладке тестовый результат, статус-код 200, пройдено, все хорошо. То есть, вот пример теста. Собственно говоря, что еще у нас есть в ответе? Статус-код. То есть сервер нам возвращает какие-то статусы. Статус 200 говорит о том, что все хорошо. Статус 400 говорит о том, что с нашей стороны что-то пошло не так, мы чего-то не так отправили. Статус 500 говорит о том, что что-то со стороны сервера пришло не так. Соответственно, естественно, это может быть там не 400, например, а 401, 404. У сервера могут быть запрограммированы различные коды, но первая цифра обозначает нам какую-то общую информацию. То есть либо все окей, либо что-то поломалось и на какой стороне. А дальше уже будет дополнительная информация со стороны сервера о том, что могло, скорее всего, пойти не так. То есть 404, соответственно, это статус-код, и not-found — это его пояснение. Соответственно, время, которое было потрачено, ну и размер, да, возможность сохранить тоже есть. Окей. Что еще можно знать о запросе? О том, что в запросе могут использоваться переменные, коды и так далее, мы будем разбирать в отдельных уроках. А по поводу создания запросов и каких-то его особенностей мы с вами все разобрали именно в этом уроке. Переходим к следующему.